Всем привет, приветствую на канале. Сегодня мы рассмотрим еще одну неисправность. Это подклинивание руля в поворотах. Забегая вперед, хочу сразу сказать, что это неисправность крестовины кардана рулевого вала. Допустим, на моем примере прокручиваем рулевое колесо, слышим сопротивление в этом месте, руль как бы упирается, далее он проходит эту точку и крутится свободно. Снова руль упирается в этой точке, проходит точку сопротивления и начинает крутиться свободно. Также слышен свист внизу рулевой колонки. Вместе соприкосновения манжета и кузова автомобиля, как с внутренней части салона, так и с наружной части, под капотом. Сегодня я вам покажу, как устранить данную неисправность без замены крестовины кардана рулевого вала. Для этого нам понадобится смазка. Я буду использовать ВД-40. Можно использовать любую другую проникающую смазку. Далее нам нужно выставить рулевое колесо ровно. Убедиться, что колеса у нас стоят ровно. Наносим проникающую смазку на крестовину кардана. Нанесли. Следующим этапом поворачиваем рулевое колесо в левую сторону. Наносим на крестовину кардана проникающую смазку в таком положении. Нанесли. Поворачиваем рулевое колесо вправо до упора. Снова наносим проникающую смазку на крестовину кардана. И делаем несколько оборотов рулем влево до упора и вправо до упора. Делаем так несколько раз. Далее нам понадобится моторное масло, можно использовать любое. Наполняем шприц, небольшое количество. Снова устанавливаем рулевое колесо ровно. Проверяем, чтобы наши колеса смотрели прямо. Наносим небольшую порцию моторного масла на крестовину кардана. И так же само поворачиваем рулевое колесо влево до упора. Наносим моторное масло на крестовину кардана. Снова небольшую порцию. Поворачиваем рулевое колесо до упора вправо. И повторяем. Наносим небольшую порцию моторного масла на крестовину кардана. Снова делаем несколько поворотов рулем в левую сторону и в правую сторону. Сейчас мы уже слышим, что руль у нас не подклинивает. Можно еще немножко разработать. Рулевое колесо крутится у нас достаточно мягко, без подклинов. Надеюсь, видео будет полезным. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До встречи на канале. Также добавлю, что один из симптомов — это свистящий звук в нижней части рулевой колонки, в районе резинового манжета, который выходит с кузова автомобиля, как внутри салона, так и с наружной части салона. Данный свист хорошо слышно во время движения.